Привет всем сияющим жемчужинкам! В сегодняшнем видео мы с вами будем делать макияж кей-поп айдолов или просто корейский макияж для новичков. Конкретно мы сегодня сосредоточимся на глазах, чтобы ваши прекрасные глаза стали еще прекраснее. И я вас уверяю, макияж кей-поп айдолов, он эффектный, он классный, но на самом деле он достаточно простой в исполнении, и сегодня мы с вами научимся его делать. Кстати говоря, это видео снято в сотрудничестве с фестивалем Макоджи Корея 2021. Это глобальный фестиваль корейской культуры, и в этом году Россия была выбрана одной из фокусных стран для этого фестиваля. А что это значит? Это значит, что с 6 по 12 сентября на сайте Макоджи Корея вас ждут совершенно особенные, замечательные мероприятия специально для фанатов Кореи из России. Пожалуйста, если вы поклонник корейской культуры, заходите на сайт Макоджи Корея и смотрите, сколько всего фестиваль для вас приготовил классного, какие там потрясающие мероприятия. Кстати говоря, в фестивале постоянно участвуют известнейшие кей-поп айдолы и группы, и в прошлом году одним из участников был, знаете кто? Супер Джуниор. Представляете, та самая знаменитая группа. Поэтому, если вы не хотите пропустить то, что будет сделано специально для вас в этом году, пожалуйста, заходите на сайт Макоджи Корея, и ссылка будет внизу в инфобоксе под этим видео. Давайте начнем краситься. Я предварительно уже сделала уход за лицом, конечно, куда же без него, и использовала пенку для умывания с ромашкой и календулой. Это замечательная пенка, которая, кстати, снимает воспаление с кожи. У меня сейчас есть несколько высыпаний, к сожалению, и она просто великолепна. Она такая супер приятная, она пахнет прям травами, и у нее еще небольшой объем 30 мл, что позволяет ее брать с собой в путешествие. Затем, как всегда, я нанесла тонер. В этот раз это был вот такой тонер от бренда It's Skin, сыворотку с пробиотиками для защиты микробиома кожи, и также крем из этой же линейки. Кстати говоря, вот такой вот крем, он замечательно еще подходит в качестве праймера под макияж. Ну и, конечно же, перед тем, как показаться вам, я еще посидела в патчах под глаза, которые называются Wedding Tear, то есть слезка свадебная, и они мгновенно подсвечивают кожу под глазами и снимают небольшие припухлости. Ну а теперь мы с вами должны наносить тональное средство, и мы будем использовать хорошо уже знакомый вам тональный крем, точнее это BB-крем от Миши. Это BB-крем достаточно плотный, и мы его будем использовать, опять же, потому что у меня есть на лице несколько высыпаний, которые нам нужно замаскировать. Он, кстати, с анти-эйдж эффектом, и в нем содержатся разные травы из традиционной корейской медицины, которые как раз оказывают вот этот анти-эйдж эффект. Но смотрите-ка, как чудесно BB-крем справился со всякими высыпаниями, и на самом деле это один из таких плотненьких BB-кремов. BB-кремы все бывают совершенно разные. В принципе, BB-крем это означает, что это крем Balm and Blemish, то есть он одновременно дает покрытие вам и, кроме того, ухаживать за кожей. Соответственно, текстура, финиш могут быть совершенно разными. Например, текстура плотная, либо совсем легкая, покрытие легкое, среднее, плотное, и финиш, соответственно, может быть сияющий, может быть матирующий. В общем, как вам больше нравится. Здесь у нас сияющий финиш и хорошее такое покрытие, и сама текстура достаточно плотненькая, чтобы замаскировать всякие покраснения, ну и просто какие-то такие моменты на коже, которые вы хотите замаскировать. Давайте воспользуемся консилером. Это консилер от бренда Холика, и этот консилер мы нанесем под глаза. Я еще немножко протянула консилер на верхнее веко, чтобы нам создать легкую базу под тени. И вот мы уже готовы. У нас, видите, такая была небольшая заготовка перед макияжем глаз. Так, а мы еще ее не закончили, потому что следующее, что мы будем наносить, это моя любимая матирующая пудра от Innisfree. Я годами, просто годами ее использую, она восхитительна. Это пудра, которая минеральная, она идеально матирует лицо, и ее совершенно не видно на коже. То есть у вас просто матовое лицо, как будто оно само по себе такое. И, кстати, этой пудрой совершенно замечательно можно закреплять макияж. Ну а теперь перейдем к макияжу глаз. И у нас есть вот такая палетка от бренда Dear Dahlia. Посмотрите, сколько здесь красивейших оттенков. Понятное дело, как в корейских тенях. Здесь в основном тени в такой коричневой либо розоватой гамме. Это обычно те цвета, которые больше всего подходят девчонкам-кореянкам. И, соответственно, очень многие корейские компании выпускают палетки именно в таких цветах. Хотя сейчас уже много разных вариантов цветовых решений можно найти на рынке корейской косметики, но традиционно вот такие вот самые распространенные. В общем, главный секрет корейского макияжа, во-первых, ничего не бояться, а во-вторых, использовать небольшие кисточки, которыми
которыми вы сможете сделать даже самые маленькие движения и нарисовать самые маленькие детали. Итак, начнем. Я беру вот такую вот кисточку, посмотрите, она действительно маленькая и плоская, с ее помощью вы можете вообще дело у себя наделать на глазах, и я наберу вот этот оттенок, которым буду просто слегка подчеркивать верхнее веко, не особенно отходя от линии роста ресниц. Что вы должны знать про особенности корейского макияжа, это то, что, во-первых, он достаточно нейтральный, всегда он достаточно нюдовый, даже когда используются какие-то более яркие оттенки, это все равно, знаете, такой всполох цвета, то есть его не слишком много. Понятное дело, что все меняется, и бывают разные варианты, даже макияжи кей-поп айдолов, бывают какие-то более такие темные, насыщенные смоки, но они все-таки немножко редко встречаются. А еще что один из принципов корейского макияжа, таких технических, это то, что мы идем буквально горизонтально, то есть мы наносим вот так слой, потом вот так слой и потом вот так слой. Это немного отличается от более привычного нам понимания, когда мы вырисовываем себе вот такие вот полукруги и подобные всякие вещи. Следующее, что мы возьмем вот такой вот оттенок, у меня здесь уже кисточка немножко побольше, и чуть-чуть растушуем то, что мы уже сделали на глазах. Кажется, что все очень легко, правда? Так и есть, все очень легко. И теперь берем вот такой вот нежно-розовый оттенок, чтобы нанести его поверх того, что мы уже нарисовали. Ну, буквально мы наносим под бровь, даже нет, немножко в складку века, и так чуть-чуть тянем это все под бровь. Теперь я возьму сияющий оттенок, просто наберу его пальцем и нанесу на все подвижное веко. Некоторые скажут: Оля, а что особенного в этом макияже? А особенное начинается сейчас, потому что мы сейчас будем работать с нижним веком. И что мы будем делать? Мы будем рисовать эгьосаль. Знаете, что это такое? Это такие милые мешочки под глазами, которые у вас могут быть естественные, или вы можете их немножечко подкрасить себе. И эти мешочки ассоциируются с улыбающимися глазами, что у вас такой добрый взгляд, что когда вы улыбаетесь, у вас лицо становится немножко детским и супер милым. Для того, чтобы эти мешочки обозначить, нам понадобится, как вы думаете, что нам понадобится? Скульптор, нам понадобится какой-то оттенок, чуть-чуть коричневый, сероватый, ну, в общем, тот, который вы обычно используете для скульптурирования лица. В принципе, вы можете найти легко тени такого цвета. Мы с вами будем использовать вот такую вот палетку от корейского бренда Too Cool for School, она называется Art Class, и я возьму вот этот вот центральный оттенок, совсем немножко на ту же самую маленькую кисть. Немножко прищуримся, вот так вот, чтобы, видите, вот здесь у нас обозначились эти мешочки, и начинаем их аккуратненько обводить. Делаем мы это супер легкими движениями, совсем чуть-чуть. Ну вот, смотрите, что у нас получилось. Наша задача была прям создать легкую тень на этом месте, как будто у нас чуть-чуть там есть такая припухлость. Мы с этим еще не закончили. Мы сейчас вернемся к этому шагу, а пока мы можем взять ту же самую кисточку, набрать еще немножко, я думаю, вот этого оттенка и подчеркнуть им линию роста нижних ресниц. Тоже совсем легкими движениями, много цвета нам здесь не нужно. А теперь небольшой фокус. Сейчас мы с вами слегка изменим форму глаз. Для этого нам нужен вот такой вот коричневый оттенок и кисточка сильно ровная, вот с таким ровным срезом. В принципе, мы могли бы использовать нашу предыдущую кисть, но, наверное, вот этой нам будет немного полегче это сделать. И смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас посмотрим, где у нас линия роста нижних ресниц, и немножко визуально откроем глаз. Мы, конечно же, не должны забывать и про верхнее веко, и сейчас я подчеркну с помощью коричневого карандаша линию роста ресниц. Я подчеркну водную линию снизу и нарисую небольшую стрелочку по верхней линии роста ресниц. Стрелки в корейском макияже обычно достаточно нейтральные, то есть они либо коричневые, либо такие черно-коричневые и прям маленькие, чтобы буквально подчеркнуть разрез глаз, но это, мне кажется, очень индивидуальное такое дело. И, например, мне нравится, когда у меня стрелки, ну, чуть-чуть такие более массивные, прям совсем немножко, поэтому вы выбираете такие стрелки, которые идут конкретно к вашему разрезу глаз. И для того, чтобы сделать стрелки еще более натуральными, можно взять снова маленькую кисточку, как несложно догадаться, и немножечко коричневых теней, которыми мы просто стрелку чуть-чуть растушуем. Мне кажется, теперь видно, в чем заключалась наша хитрость с нижним веком. Помните, когда мы немножечко как будто открывали глаз? То есть сейчас видно, что у нас эта линия, она повторяет стрелку на верхнем веке и делает
взгляд чуть более открытым. А теперь нам нужно закончить с нашими Эгиосаль. Я еще немножко повторю наш трюк со скульптором, чуть-чуть побольше нанесу. А теперь я возьму хайлайтер. Это тот же самый бренд Too Cool for School, от которых у нас уже был скульптор. И набираем немножко хайлайтера самого светлого оттенка. И что мы будем делать? Мы будем рисовать вот эти Эгиосаль чуть выше, чем мы делали тень. То есть нам нужно создать эффект, как будто у нас есть этот мешочек, значит, снизу мы его подчеркнули тенью, а сверху, где у него должна быть самая выпуклая, самая такая плотненькая часть, мы немножко его подкрашиваем хайлайтером. Мне кажется, нам чего-то не хватает. Я думаю, что нам, конечно, не хватает ресниц. И я возьму тушь коллагеновую от бренда Mizon, и ей мы сейчас просто возьмем и накрасим ресницы. Ну вот наш макияж готов, и, по-моему, получилось совершенно очаровательная. Прелесть этого макияжа в том, что делается он супер легко. Вам просто нужно пару раз попробовать, и вы запомните всю последовательность действий, и вы научитесь его делать буквально за 3 минуты. А кроме того, еще чем этот макияж хорош, это тем, что он достаточно симпатичный для того, чтобы вы могли пойти с ним, например, на свидание, и в то же время он достаточно нейтральный, чтобы вы могли пойти, например, на работу или на учебу. И сейчас нам нужно еще добавить немножко румян на лицо. И блеск для губ. У меня это блеск от бренда Dear Dahlia, от того же бренда, от которого у нас палетка. Ну вот с таким макияжем мы можем остаться вот в таком романтичном образе, или мы можем добавить яркой помады и стать классными, как девчонки из Blackpink. Посмотрите, да мы здесь вылитая лиса с макияжем глаз, с вот такими яркими губами. И, конечно же, мерчи от Blackpink. Смотрите, здесь у меня есть и сумочка вот такая, и кепочка, и какая-то подвеска, и, конечно же, свитшот. В общем, я надеюсь, что в этом видео вы научились делать корейский макияж глаз, который реально супер легкий и очень эффектный. И я вам желаю сегодня замечательного дня, а еще не забывайте, что на сайте Makoji Korea вас ждут столько интересных вещей, просто такие классные мероприятия, поэтому обязательно заходите на сайт, ссылка будет внизу в инфобоксе под этим видео, и я вам обещаю, вы будете в шоке от того, как много классного вы там увидите. Спасибо вам, желаю вам прекрасного дня и до скорых встреч, всем пока!